После музея транспорта Нумадзи я вернулся в центр уже солнечной Хиросимы, чтобы закрепить полученные впечатления от города, и прогулялся до вокзала пешком несколько километров. А дальше Синкансен до Окаямы, где стыковка на следующий поезд была 1,5 часа. Там и пообедал, и поглазел с перрона на самые разные поезда, проходящие мимо. Сильно удивило, что через вокзал проходят и груженные составы. Но мой поезд меня порадовал. Реально, как игрушечный, стал музея, только в полный размер. А вот и мой поезд. Всего за день вышло 3 поезда на 400 километров. Опять перебрался с южного побережья на северное. И если от Хиросимы до Окаямы был Синкансен, то дальше 2 небыстрых и полупустых локальных поезда. Дорога шла через гористую местность, но при этом тоннели по пути встречались нечасто. Так что были возможности и время залипнуть на пейзаж за окном. Благо, они постоянно менялись. Горы, реки, деревушки, сельхозполя. В общем, путешествовать по Японии поездами – это реально красиво. И локальные поезда на 1-2 вагона – это даже колоритнее и интереснее, чем синкансены. Да, это вам не поезда на электротяге. Моей целью был Тоттори, город, известный самой большой пустыней Японии. Ладно, пустыней это назвать нельзя, это просто большие песчаные дюны. Хотя миниатюрная пустыня – это было бы как раз в стиле Японии. Так что утром первым же транспортом я поехал к этим дюнам. Скажу сразу, в интернете пишут, что протяженность дюн около 15 километров, а в глубину они уходят на 2 километра. Не знаю, что там авторы имели в виду, но участок, реально похожий на пустыню, намного меньше. Примерно 2 километра на 900 метров. И вот там, да, дюны впечатляют своими размерами. На них можно выйти погулять и реально оказаться в бескрайнем море песка. Либо на границе 2 морей – японского и песчаного. Рядом с этими дюнами есть музей песка, но он зимой закрыт. Открытие должно было быть через несколько дней. Возможно, как раз из-за несезона и сам песок на дюнах выглядел местами влажным. Но с другой стороны, это расширяло цветовую палитру этого места. Я, честно говоря, поленился пойти гулять на эти холмы. Не хотел набрать полную обувь песка перед дорогой дальше. Но полетать над дюнами возможность не упустил.